Здравствуйте еще раз, добрый вечер еще раз, доброе утро, добрый день. Где бы вы ни находились, вы сейчас находитесь в моей нью-йоркской компании. Меня зовут Юра Дашевский. Сегодня 15 октября. Почему я делаю такой плотный график сегодня? Я не надеюсь на то, что вы проведете весь этот вечер от звуки моего мелодичного голоса. Я просто хочу следовать ритму того, что делает кандидат в президенты республиканской партии в 2024 году Дональд Трамп. Я хочу, чтобы вы представили себе ту нагрузку, которую человек этот берет на себя, то количество времени, которое он посвящает своей президентской кампании, достижению той цели, которую он поставил. И я знаю точно, что его работа в этом году уж наверняка будет отмечено в учебниках истории, когда их будут писать те люди, которых интересует правда. Невероятная работоспособность. Представьте себе, когда он готовится, их же очень всех готовят. Готовить надо президента, политика, всех уровней, надо готовиться к дебатам. Этот человек высказывает то, что он думает, практически без остановки. И если себе представить, что это и есть Дональд Трамп, то, что он говорит, то не найти более реального, настоящего кандидата сегодня для того, чтобы стать президентом Соединенных Штатов. Я хочу, чтобы вы это все лишний раз об этом подумали и проголосовали в этом году только за этого кандидата. Просто говорить на фоне того, что делает он, и на фоне того, что он говорит, и как он видит, так сказать, поле сегодня, абсолютно нелепо выбирать Камалу Харрис, потому что это не стоящее пустое место. Достаточно об этом. Итак, отправляется Дональд Трамп в последнее время прямо в змеиное гнездо. Он поехал в Калифорнию, извините, калифорнийцы, вы знаете, как я люблю вас, как я люблю ваш штат, только что прошел хороший стрим, очень динамичный стрим, замечательный стрим с Леоном Вайнштейном. Я живу в Нью-Йорке, оба наши штата вообще никак не должны были бы оказаться на радаре Дональда Трампа как место его потенциальных выступлений. Тем не менее, он выступил в Калифорнии и собрал гигантское количество людей. Он открыл глаза калифорнийцам на их собственный штат. У вас сторонников не меньше, чем у меня сторонников в Пенсильвании, у моих сторонников в Калифорнии. В Нью-Йорке то же самое практически, хотя, может быть, чуть меньше собралось. Это было, не знаю точной статистики, я не видел, короче говоря, того ралли, которое было в Нью-Йорке, но тоже количество людей было большим сюрпризом для прессы и для тех, кто наблюдал это потом по телевидению, и делал я перевод этого ралли, безусловно, так же, как и завтра я буду в 6 часов переводить интервью Камалы Харрис. Обещают нам его показать, оно будет в записи, но оно будет не монтированное. Посмотрим, выскажем свои соображения, опасения, догадки по поводу увиденного. Как это и сделают те, кто будет, там полчаса будет это интервью с 6 до полседьмого, и с полседьмого до 7, наверное, будут выступать какие-то головы, я, наверное, уже не буду переводить то, что они говорят, но я посмотрю как-нибудь впоследствии, если будет что-то интересное, конечно, да расскажу вам. Но сегодня Дональд Трамп отправился в Чикаго, еще тоже штат неизвестный своими, город Чикаго, Иллинойс, город неизвестный своими вроде бы как республиканскими консервативными взглядами, хотя там существует Чикагский университет, в котором существует легендарная Чикагская экономическая школа, легендарный исторический археологический музей, факультет, соответственно, раскопавший вообще полмира. Ну, в общем, много, конечно, кандидатов есть в Соединенных Штатах на то, что они являются лидерами в археологических раскопках, хотя и другие страны тоже не лаптем щи хлебают. Короче говоря, он приехал туда, ему выставили цвет экономистов Чикаго, можете себе представить, и интервьюирует его главный редактор издательства Bloomberg, британец, естественно.
И он задает ему вопросы, и некоторые куски из этого интервью уже проскочили в прессе, маленькие небольшие эпизоды, но говорят, надо смотреть все целиком. Джей Ди Венс сказал, надо посмотрите все это интервью целиком. Я хочу представить вам все это интервью целиком с источника, который говорит, что ни один кадр не был отсюда вырезан, и люди очень благодарны, потому что большинство отрезает концовку. Так что без малейших промедлений мы переходим к просмотру и переводу моему этого эпизода, этого собрания сегодняшнего, этой встречи Дональда Трампа. Хочу только напомнить, что в четверг у нас будет встреча с Владимиром Козловским. Кто об этом еще не знает, пожалуйста, пометьте свои календари. $10 плюс. Что это значит? Если вы захотите дать больше, никто не откажется. Деньги идут на поддержку театра, выплату аренды. Театру сейчас непросто. И все деньги, которые мы собираем в ходе наших собраний, у нас их будет 4. Начнет это все Владимир Козловский, наш флагман в этом сезоне. И мы это делаем, чтобы увидеть друг друга. И моя личная амбиция – это помочь театру. У нас очень мало театров. В этом театре практически, если кто-то хочет поставить спектакль, то они приходят именно сюда. Если они хотят сделать маленький спектакль и порадовать зрителей, они это делают в театре Essence на Coney-Island-Avenue. 2653 Coney-Island-Avenue. Мы будем вас там ждать у входа 17 октября в 7 часов вечера. До встречи. И сейчас мы обращаемся к тому, что собирались сделать. Итак, поехали. И встали сразу. Сейчас, секунду, друзья. Чё-то мы не едем. Мне нравится собравшаяся публика здесь. Спасибо. Добро пожаловать в Чикаго. Президент Трамп, спасибо большое, что вы к нам приехали. Бизнесмены Чикаго, как и везде, любят массу вещей, им нравится масса вещей, которые вы собираетесь сделать, урезать налоги и так далее, и так далее. Но поговорим о стоимости этих мер. Комитетный бюджет – это бюджетный комитет – это двухсторонняя организация, включающая демократов и республиканцев. И ваш план добавил бы $7,5 триллионов к бюджету Соединенных Штатов. Это в 2 раза больше, чем с лишним 2,5 раз больше, чем предлагает вице-президент Харрис. И это очень сметливая с точки зрения бизнеса аудитория. Почему она должна вам доверять в том, что ваш план будет работать? Потому что мы предусматриваем рост. Она абсолютно не касается вопросов роста нашей экономики. А экономика Соединенных Штатов – это все только нацелено на рост собственный. Мы хотим, чтобы компании вернулись обратно в нашу страну. Даже сегодня, когда мы ехали сюда, я видел эти старые прекрасные фабричные сооружения, пустые и разваливающиеся на глазах. Некоторые из них конвертированы, переделаны в дома престарелых. И из этого от этого ничего хорошего ожидать не приходится. Я хочу привести компании обратно, создать условия для них, чтобы они производили свои продукты, изделия, товары в Соединенных Штатах. И мы будем их предохранять от своевольных тарифов. Я не думаю, что вы сторонник тарифов, но для меня
Для меня самое лучшее слово в словаре сегодня — это тарифы. and it's my favorite word. It needs Это мое a любимое public слово. relations firm to help it, but to me, it's the most beautiful word in the dictionary. Иная компания пиар, с которой я работаю, пиар-компания, подтвердила, что это самое прекрасное слово. Yeah, Вы думаете, что это принесет нам доход? yeah. Одна двусторонняя группа говорит о том, что только $200 миллиардов можно ожидать прибыли от этого предложения вашего. Yeah, but И это примерно стоимость двух из ваших that's like обещаний. for what company are you talking about? О Okay. какой компании Look, вы говорите? I've brought in with tariffs, and I was just getting started. Then Я COVID только came, начал, and между we had прочим. because I tell you what, I did a very good job in COVID. Nobody knew what the hell it was. I call it the China virus because Я достаточно хорошо справился с ковидом. Я назвал это сразу китайским like being a вирусом. little more accurate. Это более точное when that название. came, but we got hundreds of billions of dollars just from China alone, and I hadn't Мы получили сотни миллиардов долларов только от одного Китая. even started yet. But Я еще tariffs are даже не начал. two things. Но If you две look вещи at it. я Number one ожидаю is от for тарифов. protection of the companies that we have. Номер один — это предохранение тех производителей, компаний-производителей, которые у нас уже Here есть, and the new companies that will move in. и Because новых компаний, которые переедут в нашу we're страну. going to have thousands of companies coming into this У country. нас We're будут going to тысячи grow it like компаний, которые переедут в нашу страну. it's never grown before. Да, это никогда не ожидалось такого роста, к которому приведут эти действия. And we're going to protect them when they come in because we're not И going мы to have будем somebody их undercut them. защищать. And I could give you an example of И this никто не сможет их подрезать. Я вам дам сейчас if пример, you want. Would если you like me to? хотите. Because it just happened. Хотите пример? I just found out about it. Я только что об So этом I've been узнал. talking about for the last year Последний год about Detroit and how horrible я it говорю о has Детройте, been. о том, It's just как horrible because we've been talking about ужасная его Detroit's coming история. back for 40 years and it's never come back. Мы 40 лет говорим о том, что Детройт вернется с энергией и производительностью в американскую экономику, и этого не происходит. And it's very dependent on the car industry. Well, И он очень зависит от автомобильной we индустрии. lost 60% of the business over a long period of time. В целом они потеряли 60% за долговременный период. And what happened is I found out a friend of mine builds auto plants. That's all he does. He builds auto plants. That's what Мой товарищ, мой друг, строит автомобильные заводы. Это все, чем он занимается. he's good at. He doesn't want to build an apartment. All he wants to build Он не хочет строить многоквартирные дома, and he builds the biggest in the world. и он строит самые большие автомобильные заводы в мире. For the last year and a half, if anybody's heard me Последние speak, полтора года I was talking about Mexico as a я говорил о tremendous Мексике. challenge for us right now. Для Tremendous. нас это гигантский вызов. China is building massive auto plants in Mexico. Китай строит огромные автомобильные заводы в Китае, в Мексике, прошу And they're прощения. going to build them, and they're going to take those cars Они and их sell them into построят, the United и States. они будут эти машины продавать в Very Соединенных near the Штатах. border, and they're going to have all the advantages and none И у of the них будет все disadvantages, преимущества, and that's going to be и the end of никаких Michigan, it's going to be the недостатков end не of будет в Franklin, их South деятельности. Carolina, going to be the end of everything. И это будет конец тем производствам, которые только что открылись и недавно были созданы в Южной Каролине. So I've been talking about this, and I said to И him я about говорил об 9 этом, и months я ago, ему I said, you know сказал what? 9 месяцев I назад, want you to do me a favor, John. сделай мне I don't want to одолжение, give his Джон. last name because he might not like it. But I Не буду said, упоминать его I want to фамилию. see an auto plant. I want to go and see one of these. You know, you press a button and everything works, right? Я хочу посмотреть один из твоих автомобильных заводов, где ты нажимаешь кнопку, и все начинает работать. I want to see one of the big ones. He said, Один "All из right, good." больших. I said, where do we go? I'd like to go to Michigan. I'd like to go И я хочу поехать с тобой. Куда нам надо ехать? В Мичиган? someplace in the United States. He said, Где-то no, в we can't Соединенных do that. Штатах Why? нет. We're not building anything big in Нет, the мы United ничего не States. That's строим not в what we Соединенных don't build the Штатах big ones сейчас. here. Это того не I said, стоит. where are you building the biggest Где ones? вы He said, строите самые большие in заводы? Mexico. Я We're их строю в building Мексике, giant ответил plants, он the мне. biggest plants anywhere in the world. Там самые In большие Mexico, I автомобильные said. заводы So в you Мексике. mean they're going to make В мире. cars cheaply? They have advantages over labor and other things, and they're going to sell them into the United States. Они их делают там очень дешево, у них есть преимущество в плане стоимости труда, и они их по дешевке продают в Соединенные Штаты. And they're going to put Michigan out of business. Is То that есть what? продают в Соединенные I Штаты, don't know делают по anything дешевке. about that. All I do is build the plants. If you want to see a plant, we'll go to Mexico. I'll show you.
Я ничего больше про это не знаю, сказал он. Ехать в Мичиган бессмысленно. Если хочешь посмотреть завод, поехали в Мексику. The biggest plant in the world. Самый большой That завод в was мире. 9 months ago. Это было 9 I месяцев saw назад. him, and I talked about it all the time because I И think я it's об a этом говорю serious все время. threat Я считаю, to что our это очень country. Because not only серьезная autos, but other серьезная things. угроза для нашей So then I страны. see him 2 days ago. I was И talking 2 at дня a назад я club, с ним very снова nice club, встретился. and like this, except I don't know. I think you people are probably even wealthier. Okay. Единственное, что я думаю, что вы здесь собравшиеся, наверное, еще богаче, чем те, кто собрался 2 дня тому назад на мой вечер. This was in Detroit, okay, Это which was было в appropriate. Детройте. And I was showing them all sorts of charts about how their car, it's just gone down. It's like terrible. And И я показал эти ужасные графики, которые показывают падение производства в автомобиле. I saw him, and I said, "Oh, how are you Я doing? увидел, How have you спросил, been?" как дела? I said, "Could I ask you how are those plants that you mentioned, those giant Могу plants that you're спросить, как building эти заводы там, которые ты упомянул, как там дела идут in Mexico? в Мексике? How is that coming along? Have you finished them?" No, Закончил уже их sir. строить? They Он говорит, нет. abandoned the project when they heard you're running. They Они бросили этот проект, сэр, ответил мне мой товарищ, когда они услышали, что вы идете в президенты. abandoned the project when they saw that you were winning and Когда doing они well. увидели, что вы I побеждаете said, "Wow." и что у вас получается. All the same. Because I told them, and I said it publicly. Я им сказал, и They're not довольно going to sell открыто. one car into the United States. Одна I said, машина поедет в if Соединенные I run Штаты. this country, if I'm going to be president of Если this я country, буду I'm going to put a президентом этой страны. 2,000% tariff. They're not Я 100, 200, 2000% тарифов наложу на эту машину. going to sell one car Вы не into the продадите United ни States. одной машины в Because we're Соединенных not going to Штатах. destroy our country. Мы не by- собираемся so when- разрушать because нашу I know you're страну. an anti-tariff guy, but I'm the exact opposite. Вы говорите, что я тарифом за тарифы это совершенно If I противоположное. had, there Если was я no other way I could have stopped them other than нет никакого другого способа, чтобы их to остановить. negotiate with Mexico or China. You're not going to get anything from that. Если ты будешь с ними вести переговоры, ничего из этого не получится. I said I'm going to put a 100, 200, or 300. I'm going to put the highest tariff in history. Я Meaning, поставлю самые I'm going to stop them высокие from ever тарифы selling a на car into the ввоз United States. этих So I автомобилей, так just что вы see не the guy by сможете их accident. продать I see здесь. him. He says, "Sir, they've abandoned the." And by the way, they built foundations. They Они were бросили really этот rocking. проект, They were сказал gonna он do мне, it. они уже They построили thought that I was фундамент, gonna win, заложили or и все maybe they're остальное. just holding off. I tell you this. If I Но don't я вам win, скажу, those factories are going to wipe out this country. They're the biggest factories. если я не побежу, не стану победителем в этих выборах, то наша автомобильная индустрия будет просто стерта с лица земли. Ever built for cars, they're going to wipe out our country. If she wins, and she won't even, she doesn't know what the hell she's doing. If she Если она wins, выиграет, имею в виду Камалу Харрис, и она не знает вообще, о чем это все, про что вся эта история. she's not going to be thinking about. I couldn't. Она вообще об этом думать не Every speech будет. I made having to do with cars, but every speech I made having to do with tariffs. Каждую речь, которую я произнес в этой кампании, в каждой речи я упоминал о тарифах. I'd mentioned that our country is being threatened by Mexico. Now, Нашей стране угрожает all of Мексика. those things, beyond even the car companies, Даже all of those помимо things are now dead. They're dead. автомобильных I asked him, will they start? компаний, Probably not. They're dead as a doornail. If she gets in, it'll start up again. President Trump, I let you все, что сейчас замерло у нас, все, что, как мы считаем, умерло, происходит. give your example. No, I- You Сейчас talked a я lot дам about вам пример. tariffs. You look at the American economy, 40 million jobs rely on trade. It counts for 20. Вы смотрите на американскую экономику, 40 миллионов рабочих мест зависят от торговли. 7% of GDP. Okay? If you cut that off, that's also going to have an effect on many, many business people here. Yeah. Здесь Tariffs очень много also have another бизнесменов. side. Isn't that something that you have to acknowledge? You No. could be plunging America into the biggest trade war. Они работают в сервисной индустрии, все эти люди, и если войдут ваши тарифы в силу, то Америка вступит в торговую войну, и масса людей потеряет работу из-за того, что не остановится эта торговля, на которой они зарабатывают себе на It's жизнь. smoot-hawley. But there are no You're going to stop. There are tariffs already No, at the there are moment. no tariffs. Уже у нас был Смут-Холли акт, который облагал тарифами, ничего хорошего из этого не вышло, говорит
главный редактор Bloomberg All you News. have to do is build your plant in the United States, and you Все, что ты должен сделать, ты должен построить свой завод в Соединенных Штатах, don't have any tariffs. и не будет никаких People, there тарифов. are a lot of places like this. There are a lot of jobs that rely on foreigners coming here. You're going to basically stop trade. Очень многие рабочие места созданы в расчете и, собственно, иностранцами, которые приезжают сюда, и вы остановите China. You're talking about весь этот 60% процесс trade on обмена, that, например, 60% с tariffs on Китаем that. You're talking, as торгового. you said, 100, 200% on things you don't really like. You're also talking about 10, 20% tariffs on the rest of the world. That is going to have a serious effect on the overall Вы говорите об огромных тарифах, сотни процентов того, на те вещи, которые вам не нравятся, на все остальное 10-20% тарифа. economy. And yes, you're going to find some people who will Да, вы gain from найдете individual каких-то людей, tariffs. которые The заработают overall на effect could индивидуальных be тарифах. massive I in terms of the agree. economy. I agree. It's going to have a massive effect. Я согласен, что это будет It's gonna массивный be positive, эффект not на a нашей negative. экономике. Let me just let me tell you. I an know how example. committed you are to this, and it must be hard for you to spend 25 years talking about tariffs as being negative, and then have somebody. Вы 25 лет говорили о тарифах как о чем-то негативном, и я понимаю, как вам трудно Explain to воспринять you that эту you're идею. totally Мне wrong. трудно объяснить It'll это have a тоже. negative. It will have. Ну, что вы были неправы. I'll go a step further. 40 If you million- don't 40 do million- this, President this Trump, country 40 has million, no 40 chance. million jobs is a lot of jobs to rely on. 40 all миллионов coming- рабочих мест – это огромное количество рабочих мест, говорит интервьюер. Back. Those Они are 40 вернутся. jobs, those are 40 million jobs in America И это 40 миллионов работ в Соединенных Штатах уже rely существующих on рабочих Are you мест. ready? John Deere, great company. Компания They John announced Deere, about a year тракторная ago they're компания. going to build big plants outside of the United States, right? They're going to build them in Mexico. And you- Они собираются строить огромные заводы за пределами Соединенных Штатов в Мексике. They're also going to build. They stopped. That's right. I said, if Не John Deere остановились. builds those plants and not selling anything into the United States, they just announced yesterday they're probably not going to build the plants, okay? Они сказали, что они будут строить эти заводы. Я сказал, я с этим согласен, пускай они их строят в Мексике, только если они не собираются ничего продавать внутри Соединенных Штатов. Вчера они остановили этот проект. I kept the jobs here. And I'll keep Я the- John оставил Deere will stay here. американские And I'll рабочие tell места John в Deere, Америке. if you do build outside of the United States, you can if you want. For instance, India. Хотите строить заводы за пределами Соединенных Штатов, вы можете это делать, конечно, в Индии. It's a very tough country. It's not only China. Крутая China страна, не только Китай. is I would say probably the toughest, but there are Китай, наверное, самая крутая a lot of страна, tough. самая You know what's сложная. very tough? European Union. Знаете, что какая страна, еще страна является сложной? Это Евросоюз. Beautiful European countries, wonderful, Замечательные, wonderful. прекрасные If you add them европейские up, страны, they're almost the чудесные size страны. of us. They treat us Суммарно они такого же размера, как и мы. so badly. We have a deficit. Они I said относятся to к нам Angela так плохо. У нас гигантский торговый дефицит с Merkel, ними. when she was there, she's not there anymore. I wonder why. But when she was there, I said, Angela, Когда Ангела Меркель, интересно, почему она уже больше не на своем посту, но когда мы с ней встречались, я ее how many спросил, Chevrolets do we have in Berlin? сколько у вас в Берлине есть «Шевроле»? Donald, you have none. Сказал, наверное, никаких. That's И right. How сколько? many Fords do we have in Frankfurt? Сколько у вас Фордов I во don't Франкфурте? know. None. I Ни said, одного. That's right. You know Вот how many именно. cars we have? Mercedes-Benz, BMW. Вы знаете, сколько у нас германских машин? Mercedes, BMW, All of the different Volkswagen. все Millions and Volkswagen, millions of cars. миллионы And then I said машин. farm products. You know, they don't want our farm. They don't want anything from Они не хотят ничего от нас, нашей продукции, наших фермеров. us. We have deficits that У are, нас are дефицит crazy. And we're not going to have any просто more. безумного We're gonna put размера. tariffs on them, И у and нас they're нет going to никаких do- and you know тарифов. what they can do? The Mercedes-Benz will start building in the United States. And they Они могут начать строить заводы Mercedes-Benz у нас в Соединенных have Штатах. a little bit, but you know what they Они really начали are? в Assembly, некоторой like in степени. South Carolina. But they build everything in Germany, and then Но они they все делают в assemble it here. Германии, They а get потом away with здесь murder только because they say, собирают их "Oh, в yes, we're Соединенных building cars." They Штатах. don't build cars. They take them out of a box and they Они assemble просто them. We have вынимают our их из child ящика и doing it. собирают. But you're so- but- Дети могут сделать. Europeans in a second. What Оставим about европейцев consumers? спокойно, People out секундочку. there? They're going to be the biggest Critics, beneficiaries. yeah, critics say your tariffs will end up being like a national sales tax. Nope. The Ваши country- тарифы кончатся тем, что это будет выглядеть как общенациональный налог, общеамериканский налог на продажу. If you have America at the moment has $3 trillion worth of imports, you're going to add tariffs to every single one of them. That is going to push up the
the cost for all those people who want to buy foreign goods. Если Америка импортирует на 3 триллиона э, продукции, то это добавит к их цене значительно, и люди не смогут себе это позволить. What's That going is to just happen? simple mathematics, Что, President это Trump. простая Not- математика, yeah, говорит it is, ведущий. but not the way Да. you figured. I was always Но не в том плане, да, это простая математика, но не в том плане, каком вы это объясняете. very good at mathematics. Let me tell you, you're saying 3 trillion. Вы говорите 3 Those триллиона. companies- $1 trillion No, worth of and they don't have to pay. And if, by the higher the tariff, the more likely it is to have them come into the The higher country. the tariff, the more Чем выше тарифы, тем больше вероятность того, что они приедут к нам производить эти изделия. you're going to put on the value of those goods, the higher people are going Ready? to pay in shop. Но люди просто должны понять, что вы добавите к их цене процент вот этого тарифа, которым вы собираетесь обложить весь импорт. Ready? The Готовы? higher the tariff, the more likely it is that the company will come into the United States and build a factory in the United States so it doesn't have to pay the tariff. Чем выше тариф, тем больше вероятность того, что производство перенесется в Соединенные Штаты, и они не должны будут платить этот тариф. Соответственно, и граждане добавляют себе, покупатели в Соединенных Штатах. If I have... That will take many, many. No, that will it will take go many quickly. years. In fact, I'll Это tell будет you, очень сложно сделать. Нет, совсем нет, you know, говорит there's Дональд Трамп. another theory is that Есть еще одна теория. the tariff, you make it so high, so horrible, so obnoxious that they'll come right away. И есть теория такая, что если тариф будет гигантским, ужасным, невыносимым, то тем быстрее они придут сюда со своим производством. When I do the 10% is really, 10% first of all, это 10% when you collect it is hundreds of billions of dollars. The когда даже 10% это сотни миллиардов долларов numbers that you're talking тарифов. about, all reducing our deficit. But really, Все эти цифры, о которых вы говорите, они существенно снижают наш дефицит. so there's two ways of Наш looking at a государственный долг. tariff. You can do it as a money-making instrument, or you can do it as something to get the companies. Now, if you want the Вы можете это использовать как инструмент, машину для производства денег, то есть больше брать денег с населения, или companies to come in, вы можете сделать это так, что компании будут приезжать, перемещаться в Соединенные it has to be Штаты. a lot higher than 10%, because 10% is not enough. Guys, they're not going to do it for 10. И они не будут это делать за 10%, если мы 10% тарифов. You make a 50% tariff, they're going to come in. 50%. Let me tell you the other thing about tariffs that's great. Еще одна вещь steel замечательная companies- по поводу тарифов. As you know, 3-4 years ago, they were all when I was in office. 3-4 I года saw a назад, man когда я был from в a big офисе, steel company, and he was devastated. большая I стальная knew him for a long компания. time. And it's been a tough business. It was a great business many Это был years сложный ago. бизнес, And I много. would not Это, let когда-то US бы steel это было be легко, sold to Japanese когда companies. они не позволяли японцам купить компанию самого большого производителя стали в Америке US Steel. The way it's psychologically, I think it would be a That's the terrible thing. Nippon steel, as you Тогда это Yeah, I психологически wouldn't было let очень it- сложно. Yeah, I wouldn't let it be so. But I would, При мне эта продажа, кстати, не была бы возможна. I would stop it if it hasn't been completed by the time I'm president, because I think it sets a horrible tone. Я бы и остановил эту сделку, потому что это ужасающая But I сделка. had a lot to do with steel. We were going to lose all our steel companies because China. Но у меня большой опыт со сталью. Мы потеряем все наши сталепроизводящие компании. As you remember, was dumping steel at levels that nobody's ever seen before. Китай сбрасывал нам свою сталь, китайскую сталь в объемах, которые раньше казались просто немыслимыми. And I put a 50% tax on that. И я поставил на это 50% налог And tariff on that. All Тариф. dumped steel. And it was also bad steel. It was на dirt, всю сталь, которую нам они сбрасывали. Кстати, это была плохая сталь. what they call dirty steel. It wasn't good steel. Грязная Which сталь, is так называемая. a bad thing for structural И это components очень плохо для структурных компонентов зданий. of buildings and planes and things like that. They were dumping crap into our country. Они просто забрасывали нашу страну стальным мусором. And I put a 50% tariff. I started at 50% 25, I raised тарифа, it to начал 50 because the 25 didn't 25, quite do поднял до it. I 50, raised it to 50 and that did 25 it. не They работало, stopped dumping steel. и они перестали сбрасывать нам свои сталелитейные продукты. And I saved our steel mills by И having я that. We спас saved нашу сталелитейную промышленность. it.
We saved our steel. Now, what was left, because we've lost so much, but there are certain То, companies что you have осталось, to have. There потому are что мы certain очень много потеряли. things you have to have. Steel, you have to have. If you go to war, Ты должен иметь свою собственную сталь. Если приходит время you know, воевать, there's a possibility you go to war. есть I такая kept us out of war. вероятность. I was the only president in 82 years that kept you out of a war, except I defeated ISIS, but I inherited. Я был единственным президентом, который не позволил за 82 года, который не позволил Соединенным Штатам вступить в войну, за одним исключением. Я, как бы сказать, это держал ISIS на расстоянии вытянутой руки. Покончил с ISIS. And I think it's very important. We can go, you know, I call it the weave. You can Очень go, важно. you have the weave as long as you end up in the right location at the end. But while we're talking about it, we have never been so close to World War III as we have Мы никогда не были так близки к Третьей мировой войне, как right сейчас. now. With what's going on in С Ukraine тем, что and Russia происходит в and the Middle East. Украине, России. I had no wars in the whole Израиль. world. Think of Не it. было войн And I при мне, talked them out of подумайте. wars. I talked plenty of countries out of wars. И I я had отговорил много стран от того, чтобы они начинали the войну. whole world, other than ISIS, which I inherited. Кроме ISIS, проблемы с ISIS, который мне досталось наследство. I knocked out ISIS in a matter of weeks. It was supposed И мне потребовались недели для того, чтобы вышибить из них дух. to take 4 to 5 years. I did it in a matter of До этого 4-5 лет они были проблемой для нас. weeks. We actually have a great military. We don't know how to У use нас it. замечательные With военные great в respect, стране. I was asking about tariffs. You've gone off about that. Seeing you brought up tariffs and foreign policy, many people Вы привели пример взаимодействия тарифов и внешней would политики. say the biggest problem with your Люди tariffs скажут, is actually geopolitics. You, in your first term, самая большая проблема – это геополитика, ваша геополитика. Вы в ваш you got первый some срок credit for effectively saying Lot that of there was a Cold War against China. That's what America was in. говорили, что у нас с Китаем идет холодная война, и вы говорили, что это происходит в Соединенных If you look Штатах. at the last Cold War against the Soviet Union, America won it in part because it Когда была последняя холодная война с Советским Союзом, Америка частично ее выиграла, потому rallied allies to it. что она призвала своих союзников на You're помощь. talking about slamming allies with 30%, 20% tariffs. А вы говорите о том, чтобы ошеломить наших союзников, ваших союзников с 30% тарифами. Isn't this time you're going to end up trying to rally the West and you're dividing it instead? И не получится ли в этот раз, что когда вы захотите, вместо того, чтобы призывать к единству Запад, вы, наоборот, его расколете? Isn't that the real problem with tariffs, even beyond Не all будет the ли это реальной проблемой? И не является ли это как раз той проблемой с тарифами, помимо даже чисто problems финансового, to the economy, where you keep on экономического bringing up these объяснения? individual examples, but the overall effect is going to be Можно dramatic. говорить об индивидуальных примерах, но поговорим об общем, Answer first в about широком foreign policy. смысле Yeah, I'll do тарифов. that. How does it help you take on China? helps Turning all Как это вам поможет справиться с Китаем, your например? allies against Tremendously, because В China огромной thinks we're a степени. stupid country. Потому что Китай думает, что мы тупые. A very stupid country. Тупая They страна. can't believe that somebody finally got wise to them. Они не могут представить, что кто-то, наконец, поумнеет в своем отношении к их политике. Not one president, Ни Bush, один президент, ни Obama, Буш, ни Barack Обама. Hussein Obama, have you heard of him? Слышали такого, Not да? one president, think of it, not one president Ни один из charged президентов China anything. ничего не взял с Китая. They said, oh, they are third world nation. Они they говорили, are они страна developing. Well, третьего we're a мира, developing nation too. Take a look at они Detroit. развивающаяся страна. Ну, посмотрите на эту развивающуюся страну. Take a look at our cities. We're a Посмотрите на developing наши nation. города. Мы развивающаяся We страна. have to develop more than they do. У нас больше нужно развивать, чем у них. We're way behind them. You take a look at what's Мы happening to our cities. отстаем от них. Посмотрите, что происходит с нашими городами. So what I'm saying My is this. question was about your allies, not about China. You are going to Вопрос о ваших союзниках, не о Китае. Allies, rally behind you. but our allies have taken advantage of us Наши союзники тоже воспользовались нашим положением. more so than our enemies. Даже в большей степени, чем наши враги. Our allies are the European Union. We have a Наши trade союзники, deficit of Евросоюз. $300 billion with the European Union. У нас $300 миллиардов торгового дефицита с Евросоюзом. Our allies are
Japan. You know, Abe was a Наши very good союзники friend of mine. He Япония, was a great guy, great. мой And друг, they said to him in Japan, he замечательный was человек. assassinated. Его And послали he was a в great man. Японию, He его really там was. I убили. didn't see too many like him. Я не видел таких And he людей, was, как he он. got very sick, and he had to take off. And then he was actually making a comeback. He was going to make a comeback, and he would have won Он был easily. очень болен, потом он вернулся опять в бизнес, и But he was a great gentleman, он был handsome, wonderful замечательным, man, красивым respected by мужчиной, everybody. уважаемым And всеми. I went to him, and I Я said, пришел к Shinzo, нему, я спросил we его, have to Шинзо, talk. What? Шинзо Абе, он говорит о премьер-министре Японии. Trade. And he goes, I'll never forget it. I know. I said, what do you know? I knew Поговорим о наших торговых отношениях. Он сказал, да, я об этом никогда не you'd come to забываю. me. Why do you say that? Я знал, что ты ко мне Because придешь. I can't believe, I wouldn't tell the story if he was alive, actually. Я бы не рассказал эту историю, если бы он был до сих пор жив. But I can't believe how many years it's been that nobody even negotiated with us. Я не могу поверить, что прошло столько лет, когда никто даже не пытался с нами говорить об экономике и найти более выгодные условия. In America. I said, Shinzo, you have to pay for your cars. You're sending millions of cars. Я сказал, Шинзо, ты должен платить за эти машины, ты посылаешь нам миллионы машин. You don't accept a car from us. Ты не You don't have принимаешь one машины car от that you нас, accept, and yet we're selling 3 million, 4 million of your cars. и мы продаем 3-4 миллиона японских машин у нас. I said, Shinzo, on agriculture, you won't even accept our agriculture. В сельском хозяйстве ты не принимаешь наши продукты. And I renegotiated the whole trade deal from a Я перезаключил с ними все торговые сделки. little disadvantage because I was stuck with a bad deal. I mean, I got stuck. И у нас было у них было гигантское преимущество над нами, и с этим неработающим договором, плохим договором пора было We have кончать. trade deals that were so bad that У I said, нас такие соглашения, кошмарные соглашения с другими странами по торговле. who are the people that are doing it? They're either Кто все это very заключил? stupid or they're Очень getting глупые paid люди, off, okay? или им за это заплатили. It's one or the other. It's Одно или very другое. simple. We had the worst trade deals all over the У нас world. худшие торговые отношения, торговые соглашения в мире. South Korea. I Южная love Корея. South Korea. They're wonderful people, extremely Замечательные ambitious. люди. They have a money machine. We protect them from North Korea. Они просто являются машиной для печатания денег. Мы их охраняем от Северной Кореи And other people. и North других Korea is стран. very nuclear. I got Северная Корея вооружена ядерным along оружием. with him very well. Kim Jong-un. Yes. У меня с ними тоже сложились хорошие They don't отношения. pass С Ким Чен Ыном. anything. And I said, this is crazy. If I didn't put tariffs И я on, сказал, you если know, бы я the motor companies, the car companies, they make most of their money at small trucks. Если бы я не обложил тарифами их автомобильную промышленность, они делают небольшие грузовики, I put tariffs on я China, наложил тарифы but I на put Китай, 27.5%. Otherwise, we'd be flooded with Chinese cars, 27,5%, иначе мы бы and all of our утонули в китайских автомобилях. factories would close. We'd have no jobs at all in the auto industry. У нас That goes вообще for нет новых рабочих мест в автомобильной индустрии. electric, by the way, which is a killer, Yeah. which I И think плюс еще те законы по поводу электрических автомобилей, которые просто убивают индустрию. and I don't think I have to bore anybody by talking about it, but Не I хочу put наскучить tariffs никому on здесь, но, South Korea, короче говоря, because they тарифы were на sending in Южную trucks. Корею And I put tariffs on, fairly substantial tariffs. Do you know that our car довольно companies make серьезные almost all of their money with the тарифы. small trucks, SUVs and small trucks? Большинство компаний Северной и Южной Кореи делают основные деньги на своих SUV, этих типа внедорожниках и малых грузовиках. If I took those tariffs on, you would be inundated. Every car company would be out of business. And I got calls from Ford. I got calls from Если бы я не обложил их тарифом, все автомобильные компании Соединенных Штатов были бы кончены. everybody saying, "Sir, I can't believe you're doing this for us." И ко мне обратились такие компании, как Ford и так далее. Они сказали, мы не можем представить себе, что вы, сэр, как президент, делаете для нас, делаете это ради нас. You saved our company.
спасли наши компании. Большинство своих денег они зарабатывают малыми грузовиками и Many SUV. consumers ended up with more expensive cars. But let me just come at you. Многие любят более дорогие автомобили, многие потребители, ну, естественно, друзья этого журналиста. А, Я думаю, он о них говорит, это уже от меня, от себя Foreign добавляю. policy. You wouldn't You've have a said, car company. you have У said вас that не было бы Taiwan should pay автомобильной for компании. US protection. Yeah. I ask Вы говорите, что Тайвань должен платить за то, что Соединенные Штаты его охраняют. because this morning you just mentioned North Korea. The Chinese army Сегодня literally as we утром вы speak упомянули Северную are Корею. engaged in rehearsals for a full naval blockade of Taiwan. Китай занимается генеральной репетицией полной военной блокады, морской блокады Тайваня. So I suppose my question to you, Yeah. if China invades Taiwan, would you Вопрос. send American troops to defend it? Если Китай атакует Тайвань, вы пошлете американские войска, чтобы его защищать? Well, the reason they're doing it now is they're not going to do it afterwards, okay? Это они делают сейчас, потому что при мне они не осмелятся этого делать. So they're doing it now. They want to do it China now. Look, I had a very good relationship with President Xi. У меня были I had a хорошие very good отношения с relationship with президентом Putin, Ши. and a very good relationship with Kim Jong-un, И who с is Ким a Чен Ыном nuclear хорошие force that you won't отношения. even believe. And by the way, today it was announced for those that he just blew up the railroad going. Сегодня было объявлено буквально только что Ким Чен Ын взорвал дорогу железную, которая соединяет Северную и Южную Корею. Into South Korea. That means South Korea is now cut off from Russia and China and various other places. Это значит, что Южная Корея сейчас отрезана и от России, и от Китая, и от многих других мест сухопутным I путем. mean, cut off by rail. President Trump, you just mentioned. No, but these are big things. I have to mention Yeah, them. you just Это mentioned, всё you just большие mentioned вещи. Putin, though, and this Yeah. has been this controversy of the past week. Can Но you было say yes некоторое- or no whether you have talked to Vladimir Putin since you stopped being president? Well, Была небольшая такая у нас, так сказать, вспышка любопытства по поводу того, говорили ли вы с Владимиром Путиным после того, как перестали быть президентом Соединенных I Штатов. don't comment on that, but I will tell you that. If Я I не do, буду it's a это smart thing. комментировать, но я вам If I'm скажу. friendly with people, if I have a relationship Но он with people, толковый мужик. that's a good thing, not a bad thing. In terms of a Если я с ним в хороших отношениях, то это неплохо, это хорошо. country, he's got 2,000 nuclear weapons, and so У него 2000 единиц ядерного do оружия. we. China has a lot less, but they'll catch us within 5 years. У Китая гораздо меньше, но они догонят нас через 5 That лет. sounds If very I have a very relationship, much I like don't talk about. you did talk I don't to- talk about. No, I don't talk about that. Я I не don't- говорю об I этих don't ever вещах. say it. Yeah, you talk- But I can tell you what, people. Russia has never had a president that they respect so much, but more importantly, В России никогда не было президента, которого так уважали бы. or less importantly, I guess, I went into Russia and people said, oh, he likes Putin and Putin likes him. Let me tell you, the first Я съездил в Россию, и я слышу, что он любит Путина, и Путин любит thing I его. did was terminated Nord Stream 2. Nobody ever heard Но of я напоминаю, что я остановил Северный поток-2. Nord Stream 2. It's a pipeline from Это Russia to трубопровод из Germany России and в all over Германию Europe. и I said, wait во a всю minute, остальную to NATO. Европу. I said, so let's get this straight. My first meeting, I На said, моей so первой встрече я Putin's сказал с building the НАТО, biggest pipeline in the world. Путин строит самый большой трубопровод в мире, He's going to Germany, but all over который Europe. идет в Германию и по всей Европе. And you're paying him billions of dollars Вы ему платите миллиарды a долларов. year, billions год. of dollars a month. You're paying Миллиарды Germans paying долларов в billions of dollars месяц. a month. And we're supposed to protect you И мы against the guy that you're должны paying all вас охранять от человека, this money to. So is there с something который wrong with my получает ваши thinking? деньги. So he's building a pipeline to Germany, and Он we're строит spending, and by трубопровод the way, в Германию. until I got there, we were spending almost 100% for NATO because we had all these delinquent До того, как я стал президентом, Соединенные Штаты платили практически 100% бюджета НАТО. countries. They weren't paying. Никто не платил When I got своей there, доли. I said, you know what? Когда пришел by the я, way, my biggest fan is Stoltenberg, just leaving.
Кстати, мой самый большой поклонник — это Столтенберг, который сейчас уходит со своего поста, Secretary General of NATO. He генсекретарь said when НАТО. Bush came in, he made a speech and left. When Obama came in, Он he made a сказал, speech Буш приехал, сказал речь и уехал. and Обама left. When приехал, Trump сказал came речь in, и уехал. he made a speech and he said, "Let me see your books." А Трамп приехал, сказал речь и потом потребовал бухгалтерские книги. And I found out in the books that nobody was paying. There were only И я 7 увидел, что countries that никто were не paying. платит. We were Только горсточка supporting стран NATO. платит. They screw us on trade so bad, the European nations. And then on top of that, there was Они screwing нам вставляют в торговых отношениях, us on the military. и So то же самое делают с нашими военными соглашениями. they're taking a tremendous advantage of us. Пользуются огромным всеми преимуществами отношений с нами. $350 billion deficit 50 миллиардов дефицита. on trade. And we're then supporting them. In other words, it's not sustainable. You can't keep doing this. You Так не can't have может that, больше China, продолжаться. all of these countries. Все эти страны, And stupid people made these deals. I saw идиоты, заключают эти сделки за нас. trade deals that Я were so видел их. stupid Michael, that you'd have to be, excuse me, that was so bad that you'd have to be an idiot to sign them. And Надо we быть signed просто идиотом, чтобы под ними them for подписаться. years. И так это шло годы и годы. I could tell you trade deals that I have never seen anything. I said, who would agree to this? Я не видел подобных торговых соглашений никогда. Я читал и думал, кто бы мог с этим согласиться. They had to be corrupt. Они They должны had to быть be corrupt. To make коррумпированы, those эти люди. deals, they Для had того, to be чтобы corrupt заключить эти because there's договоры, no way a rational human being. потому I что always say either рациональный corrupt or extremely человеческий stupid, ум не может because there's это no way a одобрить, rational human being would ever sign the trade deals that this не может country подписать signed. такую сделку And I за got свою out of страну. many of those deals. I told South Korea, I'm sorry, you're going to have to pay for your military. Я сказал Южной Корее, я прошу прощения, вы должны платить за свою оборону, за свои вооруженные We have силы. 40,000 troops over there. У нас 40 You're going to тысяч have to pay. человек там. You become a very wealthy Вы country. стали очень богатой Just to страной. finish, you become a very wealthy. They said, no, 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 we will not pay. We Они will говорят, not. нет, мы не We можем haven't paid платить, since the сказали они. Korean War. Мы не платили со времен Корейской войны. I said, no, you got to pay. Вы должны They платить. said, would $5 billion a year to start off with? No, no. Начнем с 5 They went миллиардов? crazy. Нет, нет, нет. They agreed to two. Они I got $2 согласились на billion 2. for nothing. And Я получил 2 I said, миллиарда here's долларов ни за what что. we're going to do. They said, we can't agree to this because we have to go through Parliament. They have the Parliament, Мы не можем согласиться, у нас есть парламент, мы должны там это whatever their утвердить. legislature is. У I них said, там that's okay. I законодательный fully процесс. understand that. Make it Я $2 сказал, я billion. понимаю. 2 But next year I'm миллиарда. going to talk to you again. And I was going to make it $5 billion. And they knew it was coming. The happiest people to see Я that к вам was вернулся еще для Biden продолжения этих instead of переговоров. Trump with them, South Korea. You know what they did? They cut off the deal that I made where they were paying us. They backed to nothing because they went back to Biden and they gave it to him for nothing. They were И когда пришел Байден, они эту сделку аннулировали. willing to pay. We have Они хотели 40,000 платить. troops in harm's way. Very serious. У нас because you 40 have- тысяч человек там, и жизнь их под угрозой North Korea is находится. a very serious power. Северная They have Корея — это tremendous серьезная nuclear угроза. power. And I said to South Korea, you got to pay. Китай And they agreed to do it. также. And Biden then cut it back, and it's a shame. And И Байден аннулировал эту сделку впоследствии, когда я ушел. I could tell you 50 deals. And if I were there now, they'd be paying us $10 billion a year. Если бы я был сейчас президентом, все еще они бы платили нам 10 миллиардов долларов And you в know год. what? They'd be happy to do it. И они It's a были бы money счастливы machine, это South делать. Korea. You're going to mention Северная, Taiwan. You wanna Южная Корея — это просто машина, которая печатает деньги. mention No, Taiwan. you mentioned Taiwan. You said you would defend them. То же You also самое seemed Тайвань. to imply that Well, Putin, you would Вы not. вроде как дали сигнал, что вы защитили бы Тайвань. Putin, you seem to imply that you had talked to him without I actually didn't imply. I confirming. said, Вы подали сигнал такого рода, что вы, не подтвердив де-факто, но дали понять, что вы говорили на самом деле с Путиным. I don't comment on those things. Я не комментирую Can на I эти ask you a вещи. particular thing about the dollar? You talked about wars. At the New York Говорим о Economic долларе. Club, you said that if you lost the dollar as a reserve currency, it would be like America losing a war. Yeah. Если бы вы говорите о том, что если мир перестанет пользоваться долларом как резервной валютой, то это будет равноценно проигрышу войны для Америки.
You look at what you're going to do in terms of protectionism. Что вы можете сделать в плане Yeah. протекционизма Америки и американского доллара? And all that debt is also going to lessen the dollar's status as the world's reserve currency. Весь этот государственный долг, простите, Соединенных Штатов, но не снизит ли он окончательно стоимость, реальную стоимость американского доллара? If I'm You worry elected, about the that. dollar is so secure, your reserve currency is the strongest it'll ever be. Если я стану президентом, то ваша резервная валюта будет в самом пике своей силы за всю свою историю. And You no say country. that, President Trump, at the moment there is a thing called the Trump trade in the markets. Do you know what that is? The Trump trade is very simple. People are betting that your policies are going to drive up debt, they're going to drive up inflation, so they're going to drive up interest rates. Are the investors wrong? Yeah, Есть инвесторы, которые называют то, что происходит сейчас на рынке финансов, называют это Trump trade. То есть есть предприниматели, которые ставят на то, что все ваши политики будут провальными, дефицитообразующими, ведущими к краху и так далее. Они не правы. I had 4 years no inflation. 4 года не было инфляции, пока я был президентом. But that was when you had much. I had 4 years. It's better than that. And Biden, who has no idea where the hell he is, okay? И когда я был президентом, ничего подобного не было. И Байден, который не знает, где он находится, Biden went 2 years with no inflation за because he 2 года inherited у него не было инфляции, потому что это было то, что я ему оставил. from me. And then they started spending money like drunken sailors. И потом они начали тратить деньги, как говорят в Америке, как пьяные They матросы. spent so much money. It was Они so потратили ridiculous, так the много money they were денег, это было spending. просто They were смехотворно, spending сколько on the они Green New потратили Scam. на всю эту зеленую энергетическую аферу. Green New Scam, the Green New Deal, you know, it was conceived of by AOC plus 3. Она была придумана Александрой Окасио-Кортес, конгрессменшей из Нью-Йорка, и ее 3 товарками. She never even studied the environment in Она college. вообще даже никогда не изучала никаких природоохранительных правил, наук и She так went to a далее. nice college. Она пошла в She хороший came out, she just колледж. said, the Green New Scam. She just named all these things. President Она просто так ее назвала. Это чистая зеленая энергетическая афера. Trump, the No, issue, but the issue wait at the a moment, minute. the issue at the moment, the markets are looking at the fact you are making Рынки смотрят на all факты. these promises, latest ones. Вы сделали car все эти loans. You're обещания. flooding the thing with giving giveaways. But we're I going to was grow. actually Вы наводняете свою программу просто раздачей всего и вся. quite kind to you. I used 7 trillion. The upper estimate is 15 trillion. you can People like Их оценка — это 7 триллионов дефицита бюджета. И самая верхняя граница — это 15 триллионов того, что ваша политика экономическая добавила бы к бюджетному дефициту Соединенных Wall Штатов. Street Journal, who's hardly a communist organization. Wall Street Journal, который вряд ли вы могли бы назвать коммунистической They организацией. have criticized you on this. Они as well. вас You are running критиковали. up enormous debt. What is the Wall Street Это гигантский долг. Journal now? I'm meeting with them tomorrow. What is Что знает такого особенного Wall Street Journal? Я завтра с ними the Wall встречаюсь. Street Journal? Now, they've been wrong about everything. So, Они ошибались по всем вопросам. by the way, you've been wrong about И вы были тоже You're trying to ошибались turn по this- всем вопросам. Имею в виду Bloomberg News, я подозреваю. You're trying to turn this into debate. There's Вы a- хотите это there превратить are в business дебаты? people- there are No, but you're business wrong. You've been wrong. Но вы You've been wrong ошибаетесь. all your life on this stuff. Вы были You've всю been свою wrong. Now, жизнь let me tell you неправы about currency. в этих You're gonna, вопросах. you're going to jump in a lot of Yeah. lot of Я different объясню subjects. вам по поводу What's your- валюты. The what's your reserve sticking to the currency. subject No, very let's stick to closely? Резервная reserve currency. That's валюта. where you started, Yeah. right? Ведь с The этого вы reserve начали. currency is under threat. Находится Because под you угрозой. have Iran, you have Russia, you have China. Потому что One- есть Иран, China's the one that Россия, you have to worry about because Китай. they want it. Yeah. They want to have the yuan be the you know, Yes. thing Они вселяют беспокойство, они продвигают of юань. power. So here's what I'm doing. Что я Again, I делаю? hate to go back to it. If somebody Придется к этому says, and вернуться, I если know кто-то countries want to говорит. get out because they don't respect our leadership. They Я знаю, что некоторые страны хотят ослабить наши отношения финансовые, потому что они не уважают наших look лидеров. at this guy, they say, you got to be kidding, and she's worse than him. By the way, Они I never воспринимают thought Джо I'd say Байдена как this. шутку. She is not as smart as Biden, if you can believe it. This is Она даже не так умна, даже как Байден.
говорит Камала Хэррис. We had 4 years of this lunacy, and У we нас 4 can't have года any было more. We're этого not gonna have a безумия, country мы left. больше не можем Okay, себе позволить. currency. Окей, Very валюта. important. Yes. Очень важно. And if you want to go to third world status, lose your reserve currency. Если хотите скатиться до уровня третьего мира, потеряйте звание резервной валюты для всего человечества. We have to have that. We cannot lose it. Мы не If можем you его go, потерять. you'll go to third world status in this country because you take a look at the way Страна things are станет на running. уровень третьего If a мира. country tells me, Если страна мне sir, говорит, we like you very much, but we're going to no longer adhere to being in the reserve currency. вы нам очень нравитесь, мне говорит правительство какой-то страны, вы нам очень нравитесь, но больше не собираемся придерживаться того взгляда, что доллар будет нашей резервной валютой. We're not going to salute the dollar anymore. Мы не будем больше приветствовать доллар, то есть не будем хранить свои состояния, богатства нашей страны в долларах. I'll say that's okay. Я скажу, хорошо. And you're going to pay a 100% tariff on everything you sell into the United States. Тогда будут 100% тарифы на все, что вы продаете в Соединенных Штатах. And we love your product. I hope you Мы sell a любим lot вашу of it into the продукцию. United States, but you're going to pay Мы 100% надеемся, что вы продадите очень много продукции у нас в Соединенных Штатах, но вы будете платить 100% тариф. tariff. He will then follow it up by saying, sir, it would be an honor to stay with the reserve Ответ будет таким. Сэр, для меня будет большой честью оставить доллар резервной валютой моей страны. currency. That will be like just playing. That's not even chess, that's checkers. Это But даже не шахматы, это шашки. you don't have other, listen to this, you don't have other people that can talk that way. You know, a lot of people Нет других людей, которые так бы разговаривали с правительствами других стран. say, we love Trump's policy. Говорят, мы любим политику Трампа. We would like to have another messenger because we don't like him. He's a little bit Нам crazy. просто нужен другой посланец, другой гонец, который будет ее приносить. And then, actually, it was Lindsey Graham, I must say. He was a progressive, in all fairness. Линдси Грэм, он был прогрессивистом, надо сказать. Lindsey Graham said, but Trump's policy doesn't work without Trump. And there's a lot of Но он сказал, что политика Трампа не работает без Трампа. Вот в truth чем to дело. that. Macron was going to, nice guy, Emmanuel. Макрон, хороший человек, Эммануэль его зовут. He's a wise guy, but he's for France. And we're Он for the умничает, USA. но он друг You know the нашей story. страны. He was going to tax American companies doing business in France. Он хотел обложить налогом американские продукты, американские компании, которые занимаются бизнесом во Франции. Very substantial tax. Очень And I told my существенным people, налогом. I didn't even like the companies, but I'm Мне, собственно, эти компании даже не нравились. representing American Но они companies. представляют нашу страну, So это I said, американские компании. call Macron and call his people and say we're not going to stand for that. И я сказал, что позвоните Макрону и скажите, что с нами этот фокус не пройдет. Mnuchin and a lot of guys, Минучин smart guys. подключился, If I can и finish, много других людей. Я I'll go longer закончу. if you want, if it No, helps, I was because gonna you ask got to be about able to the federal- finish. I was You gonna ask move about too the quick. federal No, you got to be able to finish a thought, Yeah. because it's very Надо important. закончить You know, мысль, this это is big очень stuff важно. we're talking about. You Это can't go важная that вещь. quickly. Jump from the dollar to So let me Macron. just tell you. So I said, no, I'm just telling you basic, it's called the weave. It's all these different things happening. Это называется Let me хитросплетение, just все эти say. So I разные said to вещи. Mnuchin, call Я him up сказал and Мнучин, say, позвони, no скажи way. ему. He did, and he came back to see Не me. He said, they получается. won't do it, sir, it's too late. I said to Он сказал, somebody нет, else, you слишком call. поздно. Then I said, let me do it. Я I сказал, called я him. это сделаю. And I said, Emmanuel, you're taxing American companies Я сказал, very Эммануэль, substantially. ты облагаешь существенным налогом американские компании. You're not doing it with other companies. Ты это не делаешь с You must другими think we're компаниями. stupid. Ты, It's not наверное, gonna думаешь, happen. что мы But дураки. I cannot do anything. It's too late. Он сказал, нет, я ничего не могу сделать, уже It поздно. was approved by a legislature. I said, Уже было это все одобрено законодательным that's собранием. okay. Here's the story. Я сказал, хорошо. Every bottle of wine and champagne Каждая that you sent бутылка into the вина и United шампанского, States, effective которая попадает в immediately, Соединенные Штаты, and I'm signing it as с I этого speak, момента, I'm charging на этой you неделе, 100% 100% тарифа на каждую бутылку вина и шампанского. Мы любим их с вино и Every шампанское. bottle of wine and champagne that У comes нас into the любят. United States of Пьет. America has a tax on, starting on Monday morning, this С was a Friday, понедельника утром, это было of в пятницу, 100%. 100%. And that's better than you're doing, okay? And he said, no, you Он cannot do сказал, that. нет, так нельзя I делать. said, I've done it. It's already Сказал, signed. я Monday уже это morning, сделал, я уже May I подписал. call you back?
Я тебе Yes, calls me перезвоню. back in about 3 minutes. Через And 3 we have минуты он мне decided to звонит remove the обратно. tax from the companies. I did this all Мы day убрали long, этот налог. but you don't have. You think Biden does that? I don't Я think думал, so. я делал такие вещи каждый день. Вы думаете, Байден чем-то подобным Let занимается? me ask you a very factual question. Позвольте The задать вам Federal очень Reserve, фактический вопрос. Yeah. you say you don't want interest rates to go higher. You've gone backwards. Вы сказали, что вы не хотите, чтобы интерес повышался. Forwards about Depends on whether the you want to times. keep Jerome Зависит. Powell as chair of the Federal Reserve. Хотите ли вы держать интерес казначейства Соединенных Штатов, Federal Reserve? Собираетесь ли вы держать Джерома Пауэлла в этой позиции, когда станете президентом? Term as chair runs on to May 2026. До мая Would you seek 26 to года. remove Или or to вы make его уберете, его оттуда? I think it's the greatest job in government. Я думаю, что это самая хорошая работа, которая только существует в правительстве. You show up to the office once a month. Ты приходишь and раз you в say, месяц на "Let's see, работу flip a coin." и подбрасываешь монетку. And everybody talks about you like you're a god. Oh, И what все о тебе говорят так, как будто ты I бог. really do. I mean, before the guy used to walk into my office, he was like begging. Oh, he was fine. But you did talk You know about what, he was- you talked about removing him once. Вы говорили однажды о том, что вы хотите его So убрать. he was keeping the rates too high, Yeah. and I was right. And you would do that again. Он держал слишком высокие ставки, и это было In слишком fact, he нехорошо. actually dropped them too much when I did Потом их чересчур сильно уронил. this, because I said I was threatening to terminate him. There was a question as to whether or not Я ему угрожал тем, что я его уволю. you could. And there was an article in the New York И Times. была 2 статья в New York half Times. pages. One page said I can do it by lawyers. На One half одной page said I странице, couldn't. что я мог это сделать, и другая о том, что я не имел права это That делать. was enough for him, and he dropped the hell out of the Но rates. He это dropped them too достаточно для much. того, He чтобы went он so it was- опустил учетные ставки, но он их опустил слишком низко. He dropped them actually too much. Okay. Here's the story. I think that if you're a very good president with good sense, Если вы хороший президент с хорошим здравым you смыслом, should be able to at least talk to him. I don't say make the decision at all, but I mean, вы должны I've быть, been по a крайней very мере, в состоянии говорить с successful ними, businessman. I've со done всеми. really good, much better. Now Я people are бизнесмен. understanding how good I've done because they're seeing it. Многие понимают, насколько хорошо шли мои дела в моем бизнесе, потому что они видят конкретные плоды. Much better than the fake news wants to give me credit for. Гораздо лучше, чем эти фальшивые новости. Фейк ньюс говорят обо мне. Really good. Issue No, of wait. whether you would I think I have the right to say, as Я a думаю, у меня very есть good право, businessman and что somebody я that's used a хороший lot of бизнесмен. sense, I think I have the Во right to многих say смыслах. that, you know, I think I'm better than he would be. I think I'm better than most people would be in that position. Я думаю, что я лучше, чем многие, кто оказался бы в этой I позиции. think I have the right to say I think you should go up or down a little bit. I don't think I Я думаю, что у меня есть право сказать Джерому Паулу, что он должен поднять или опустить should ставки. be allowed to order it, but I think I Я have the должен right to быть в put in состоянии comments, приказать это. as to whether or not interest rates should go up or down. When you, Но when я you имею looked at the право на Supreme Court, комментарий. you came up with a list of people I did. who you thought of replacing, bringing in as Supreme Court justices. Yeah. Would you do that with the Federal Well, I no longer need it. У вас в Верховном суде был список людей, которых вы хотели бы заменить, на список людей, которых вы хотели поставить на их место. Сделали бы вы то же самое с нашим казначейством? It was a great thing. In fact, a lot of people said I got elected because of that. I was an unknown quantity. I was very Многие говорят, что я как раз из-за этого и был избран, потому что обо мне ничего не было известно. known as a business guy, but I wasn't known as a Меня political знали как person or the бизнесмена, leader но of a меня не country. знали как лидера And или people were политика. very worried about, И люди очень actually they were беспокоились, worried, am I going to be liberal, if you буду ли я либералом на этом want to посту. know the truth. And somebody said, И кто-то would сказал, you come up with a list of 20 or 25 justices, in this case mostly judges, that you'd put in case it were necessary? Now, it's можете составить список 20-25 судей, которые вы бы поставили в случае необходимости на посты? Это не только касалось Верховного суда. amazing because I got 3 in 4 years. Most people get none. Я 3 судей смог поставить, одобрить в Верховный суд. Это удивительно, это интересно, потому что у большинства президентов не было ни одного.
because you put them in there young. You tend to put them in young. Потому что есть тенденция к тому, чтобы стараться их поставить на этот пост, когда они помоложе. Only stupid people put old. You don't put old in. Но не только идиоты туда могут направлять пожилых людей, потому что они служат там For пожизненно. 2 years or 3 years. Right? You're a So you put them in 78-year-old young. So man I running got for president. 3. A lot of judges, a lot of presidents get none. I got 3. Я провел туда 3. Большинство президентов не получается провести ни одного. And I think they've been 3 great choices too, by И the они way. 3 замечательных выбора. By the way, I think they have been really great choices. Я But думаю, I что got они 3 прекрасно judges, выбраны. and you know what they want to do? They want to now put up to 25. А теперь, знаете, что они хотят сделать? Они хотят расширить состав этого суда до 25 судей. Justices into the Supreme Court, the radical left, Верховный суд, and that can't happen. радикальные леваки, I think этого I've done a great нельзя job in putting in допустить. justices. And 300 judges, and that made a tremendous difference in the И я country. поставил 300 судей на местах, и это привело к прекрасным изменениям в нашей I was a стране. little lucky Мне because повезло, Barack Hussein Obama did not get his judges approved. потому что судьи, lot of- которых предлагал Барак Хусейн Обама, они не получили одобрения, многие из них. So I ended up with 125 judges before I got there. И мне досталось 125 судейских мест, когда я стал So президентом. again, most presidents don't even get to put a Supreme Court judge in Но because it's 9. большинство президентов им не удается назначить судей Верховного And суда. they're there for a long time. Most of them are there for a very long time. Большинство из них там And I got долгое 3, время. which is a very unusual Я situation. поставил I 3, got 3 очень in 4 необычно. years. 3 за Maybe 4 we года. can change the subject to technology, seeing you wouldn't Yeah. answer about the Federal Reserve. Поменяем The тему. US Justice Department Поговорим is о thinking about Министерстве breaking up юстиции. Alphabet, as Google likes to be known now. Should Google be broken up? А Министерство юстиции хочет разделить, раздробить компанию Alphabet, которая, в общем, образовалась на основе технологий, разработанных Google. I Вы бы just это haven't сделали? gotten over something the Justice Department did yesterday, Я только что узнал о том, что вчера сделало Министерство where юстиции. Virginia cleaned up its voter rolls and got rid of thousands and thousands, Когда Вирджиния очистила свои списки избирателей, Thousands of избавилась от votes. тысячи and тысяч the Justice Department sued them. But they незаконных позиций избирателей, избирателей, которых не должно было быть в этих списках, и Министерство should be юстиции allowed to put those bad votes and illegal votes back in. потребовало от них под угрозой судебного дела вернуть эти все имена в списки избирателей. Речь о покойных, о покойниках, о тех, кто нелегально находится в Соединенных Штатах, и о тех, кто имеет тюремные сроки или по освободившись еще не восстановлен в правах, в том числе и право голосовать. And let the people vote. So I haven't gotten over that. A lot of people have seen that. They can't even believe it. The question is about Люди не Google верят versus в Trump. это. Yeah, Но look, у меня Google's got a вопрос lot был of про power. They're very bad to me. компанию Very, Alphabet. very bad to me. I mean, I У них can очень speak много власти в руках, и они по отношению ко мне поступали очень и очень плохо. from that standpoint. They only have bad stories. In other words, if I have 20 good stories and 20 bad stories, and everyone's Если- entitled to that, И если у меня было 20 хороших историй, 20 плохих историй, обо мне они концентрировались только на плохих. you'll only see the 20 bad stories. And I called the head of Google the other day and I said, I'm getting a lot of good stories lately, but you don't find them in Google. I think it's a whole Это на Google, когда ты смотришь, там есть 20 историй хороших про меня, допустим, новостей, и 20 плохих, и Google показывает только плохие. И я позвонил руководителю Google, и я спросил, почему вы только выставляете негативные истории обо мне? rigged deal. I think Google's rigged just like our government is rigged. Я думаю, наш Google точно так же подкручен и подшаманен, как и подкручен и подшаманен наше правительство. You would break them up, in other words. I Вы just бы don't их think you have разделили, to have, look, I give раздробили. them a lot of credit. They become such a power. It's such a Они стали такой властью, я должен с этим считаться. power, and you got to give them credit for that. How they became a power is, really the discussion.
Можно обсуждать то, как они стали такой мощной, как они нашли такую власть своей компанией. At the same time, it's a very dangerous thing В то же because время это очень we want to have опасно, great companies. We don't want потому что China мы to have these хотим companies. хорошие компании, мы хотим замечательные компании у нас в стране, мы не хотим, чтобы они были в Китае. Right now, China is afraid of Сейчас Google. Китай — Right это now, друг China Google. is a very powerful, very Китай очень smart group of мощная, people. I will tell you that from very возглавляется очень мощной и There's an example of умной a группой людей. Chinese tech company at the moment, Yeah. TikTok. Yeah. You initially wanted to ban TikTok. Вы первоначально, поговорим о китайских компаниях, вы первоначально хотели запретить TikTok. Now you like it, apparently for some Теперь reason to он do вам with нравится по Facebook. какой-то причине. There is a decision coming up. If you became Было president, решение, its Chinese parent would have to sell it. I think it's by January the 19th. было решение, когда вы были президентом, что его компания, так сказать, основавшая, владеющая ТикТоком, обязана его продать Would you Соединенным force Штатам. them to do that? Вы заставите ли вы ТикТок это I сделать? originally had it all done. Первоначально And then все I это said было to оговорено, Congress, your decision. и я I сказал said, I'm not Конгрессу, gonna, это ваше решение. pull any strings, nothing. Я не буду нажимать дергать никаких рычагов. Your decision. Ваше You решение. make it. But I had Вы it его all done. делаете. And I said, you make it. Я обо всем And договорился. they decided not to make it. I didn't И care они if they решили made it не or not, принимать because to этого me it was a решения. flip of a coin. You know, you have some real First Amendment problems. You have a lot of Есть проблема с первой поправкой и You многие just talked проблемы. about Chinese technology, Yeah. the need to defend against it. Вы только что говорили о том, что нам надо защищаться от китайских технологий. TikTok and the threat people see TikTok to и many kind угрозы, of American которые в нем children and видят things like люди, that. американские Why, дети. why do you no longer see You know, I'm, TikTok well, as a Почему вы I'm- больше не видите этой I think угрозы? it is a threat. Frankly, I Я think думаю, что everything's a угроза threat. есть. There's nothing that's not a threat. But sometimes you have to fight through these threats. You know, you can't just, like Это не Google. единственная I'm not a угроза. fan of Google. They Надо treat с me ними бороться. badly. Я не болельщик, не сторонник Google. Они ко мне плохо относились. But are you going to destroy the company by doing that? Собираюсь ли я за это их разрушить? If you do that, are you going to destroy the company? What you can do without breaking it up is make sure that it's more fair. Что вы можете сделать без того, чтобы разрушать эту компанию, это постараться привести их к состоянию большей объективности. They do treat me very badly. Oh, and he told me, no way, you're the number one person on all of Google for a story. Они ко мне плохо относятся, при этом глава Google сказал, что нет, вы у нас номер один во всех наших историях. I mean, which probably makes sense, to be honest with you. I Может быть, accept это имеет смысл, конечно. most of them are bad stories, but these are minor Большинство из details. этих историй — это плохие рассказы про мои плохие стороны, то есть факты, которые они поворачивают против меня. And it's only bad because of the fake news, because the news Но и они плохие только потому, что они произведены фейк-ньюс, фальшивыми is really новостями. fake. That's the one we really have to straighten. We have to straighten out our press because Это то, что нам действительно нужно исправить. Нам надо исправить нашу we have a прессу. corrupt press. У нас And that's the one we коррумпированная really have. пресса. Can I ask you about Silicon? I was in Silicon Valley recently. You Я talked был to the недавно в Силиконовой tech долине bosses and the tech people, and there seems to be a real и говорил с fear that людьми в what you would do with технологических tech is you would бизнесах. hand it over to Elon Musk and say, Они боятся, что вы их передадите, все их бизнесы передадите Илону talked Маску. about. No, I have great respect for Elon. Нет, я очень уважаю Илона. Look, I saw that rocket ship come in yesterday. Я видел эту and go ракету, right back to которая where it вчера took off, возвращалась, to the gantry, I guess they call it. как она And I точно said, вошла what в the hell? эту I was ферму, on которая the phone поддерживает ее. talking about probably politics, and the television's on. Я говорил, And I'm скорее всего, о seeing this политике по big телефону, и я thing увидел, where the как white эта paint was burned off it from that, thousands of это miles an hour, the heat. And I ракета see this опустилась big, обратно к massive ферме, tube that's 10 stories, 20 stories tall. 20-этажной, наверное, I высоты told the person on the phone, труба. wait a minute, I'm seeing something that's... Я сказал, I минуточку, don't я believe должен it. это Neither does видеть. anybody Я else не here. могу себе это представить, And I что said, это wait a происходит. minute, I forgot the guy was on the phone, he waited Я for a забыл, half что hour. человек у меня на телефоне, он I ждал watched полчаса, that come пока я не down, досмотрел этот And кусок. I watched it come down and come right in between those big levers. And Как она точно вошла между and it двух looked to этих me like it was going рычагов. to crash. It was coming in hot. Я думал, что она And рухнет. all of a sudden, boom, you see the motor, the fire kick in.
и как And I called работали ее Elon, I двигатели. said, that's the most incredible thing. И я I позвонил said, Анне can и сказал, Russia это do самое that? Nope. невероятное. Они сказали, Россия I может said, это can the сделать? Я United сказал, нет. States do it? Nope, he's the only one who Соединенные can do it. Штаты могут это And I сделать, said, государство You now want to нет. put him in charge of deregulation. not deregulation, Вы хотите его сделать главным над разрегулированием наших индустрий? cutting. Cutting wasteful Yeah, spending. cutting. Нет, только урезание бессмысленных, бесполезных трат. Every single Which would president, include including deregulation. И это будет You know, включать I got to approve it. every дерегуляцию. president comes in and talks about cutting wasteful spending. Oh, there's tremendous ways. Give me an example of something you will do that will get rid of government Well, let spending. me give you Дайте an мне example. пример того, что вы урезали бы, говоря о государственных тратах. When I came into government, Когда the я first An thing. example going вошел forward. в Well, no, but правительство, this is going forward because it's the same thing. это то же самое. Это не из прошлого экзамена, пример, а из будущего. Да, это одно и то же, потому что вы поймете. Sir, it's nice to meet you. Would you please sign this? I said, what is it? It's a contract Мне говорят, здравствуйте, сэр, подпишите вот этот документ. Я спрашиваю, что это for a такое? new Air Force One, Это контракт на новый самолет для вас. which is actually two planes, not one. Это Two два Boeing самолета, на 747. самом деле, два Боинга And I said, how 747. much is it? Я сказал, сколько $5.7 стоит? billion. 5,7 миллиарда долларов. A hell of an expensive plane, but there's reasons Очень for that. дорогой, но есть причина, He по said, которой no, это I'm такой not дорогой. signing it. I said, who negotiated? И я сказал, я не буду его подписывать. Кто договаривался об этой цене? Barack Hussein Obama. Обама? I said, I'm not signing it. Я сказал, я не буду Why? подписывать. Because there's a lot of fat. He Потому said, что I'm здесь not очень много лишнего в этих деньгах, в этой цене. It's got to have a 3 on it. Anyway, long story short, some of you have heard Короче this. говоря, многие слышали об этой истории. Because first week they cut off 400 million. В первую неделю переговоров они срезали 40 миллионов долларов, He said, 400 okay, миллионов I met долларов, with the head прошу of прощения. Boeing. Wait, Я Dennis, дошел до руководителя Боинг. Dennis, you got to have a 3. 5.7 is too much. 5.7. Деннис, я сказал, тебе надо срезать, потому что 5 миллиардов 700 миллионов, это слишком дорого. Billion. He said, the most I'll take off is $400 million. I said, well, that's Самую большую скидку, которую я могу дать, сказал Деннис, это 400 миллионов долларов. not bad for one conversation. Это So he got it неплохо down. I said, за no, один I'm not телефонный accepting. разговор. Then he took off 2 more. Then he took off. Anyway, И 2 потом он months went by, снизил 3 еще. months went by. I thought we blew the 2-3 deal, and месяца, I 4 was okay месяца with it. I прошло. didn't care. But we should have a new Air Force One. Но When нам we see нужен these новый planes самолет. from Saudi Arabia, from Видите эти different самолеты из countries, Саудовской brand Аравии? new, and ours is like 32 years old. Новенький, And it's a very нашему different 32 plane. It's года, much это smaller plane. You know, the совсем whole другой thing. The самолет. United States should have the best plane. В I will tell you. Соединенных Not for me, Штатах, Соединенные Штаты должны иметь самый лучший самолет. but we should have the Let me Let me give you an just example. finish. Would you So he said he calls up after Он like звонит и говорит, 2-3 months. I didn't call him, which через is the 2-3 best way to месяца buy я ему не something. звоню, Don't call это back. самый лучший способ ведения переговоров. In fact, when Не he called звонить. me, I said, I wonder what the hell he wants. That's a good way to negotiate, let me tell you. So calls back, So- says, sir, 3,999,999,99 То есть 4 миллиарда без 1 цента цена One окончательная. penny below $4 billion. So I said, you got yourself a deal. Then I said to him, let me ask you a Я сказал, question. да, послушай, So you had a deal at 5.7 то есть ты хотел 5,7 миллиарда долларов. billion, and in a period of 2 months, I got И за 2 месяца 1.7 billion я off. получил цену на 1,7 миллиарда ниже. That means you're going to make $1.7 billion profit on an airplane. Did nobody ever negotiate with you? Это значило, что ты заработал бы 1,7 миллиарда долларов прибыли на одном аэроплане. И что, с тобой никто никогда не торговался? Well, not really, sir. They just, this is Вообще-то the нет, price, говорит, and they они, said, we'll take it. они просто смотрели на цену и говорили, да, хорошо, берем. And I said, you know, and then I learned, that was my first И потом я experience, понял, you know, это from был that. мой But then I первый learned опыт. everything is like that. There is so much waste. So I'm Такое getting, происходит think везде. of this, the exact same plane Тот же for самый самолет 1.7 billion less, exact, except за that 1,7 миллиарда долларов have меньше. a better paint job. Okay, much better paint job. A different color, red, white, and blue is beautiful.
And if you look at every contract, that's one contract and relatively small compared to most. Think of Смотришь it. на контракт, он сравнительно You небольшой save по сравнению с другими, 1.7 billion because you negotiate. и ты можешь его снизить за 1,7 на 1,7 миллиарда долларов просто потому, что ты торгуешься с Every ними. deal is like that. We're building ships that are costing 2-3 times more. Мы строим корабли, которые в 2-3 раза Give дороже. me an example of There's something in the tremendous waste, fraud, and abuse in our country. Это огромная растрата, огромное выбрасывание денег и гигантские злоупотребления. You talked And if you could cut it, you would have a surplus without even going into growth. But У вас, если вы сможете справиться с этими перерасходами и коррупцией, у вас даже без того, чтобы увеличивать объем экономики, у вас все равно будет добавочные финансовые фонды. growth, we will grow. We're going to bring companies and jobs in at levels that you've never seen. Мы приведем обратно компании и рабочие места на уровне, которых вы которые вы не могли себе представить. And you would never be able to do it because you're not a believer in tariffs. И вы никогда это не смогли бы сделать, вы лично, потому что вы не верите в The тарифы. only way, let me tell you, the only way you can do it is through the Единственный threat способ это of сделать tariffs. — это It's the через угрозу only тарифов. way you can do it. Can we come back to one thing on that deal making? Одна вещь. You look out across this room. There's some big businesses, but a Вы lot смотрите на этот зал, в нем представители большого of бизнеса small ones. и By the малого way, бизнеса. you've given us a lot of examples of things where you've negotiated with the Вы даете нам много примеров того, как вы вели some переговоры. big businesses. Right. Give you an example when you put the tariffs on China, much smaller than you're planning to do at the moment. When you put them on, Apple came. You negotiated a difference for them. Когда вы наложили тарифы на Китай, гораздо меньше, чем вы планировали первоначально, если бы к вам пришел Apple, американская компания, вы как бы с ними разговаривали? That's much harder for small business people. Isn't the problem with the way that Но это you гораздо труднее делать для малых бизнесов. do these kind of deals? You're bound to deal with the big companies. It's the small companies who get hit by all these different things. Но получается так, что пока вы договариваетесь с большими компаниями, пострадать от этого могут компании They малые, can't find exceptions. Oh, we have которые не могут найти того послабления, о котором вы говорите. exceptions. No, we had an exception. Не, у нас будут I gave послабления. Apple an exception. Tim Cook is a great. Apple- Я is дал not small. Apple такое послабление. Company. And No. please, Apple please, это не But маленькая but компания. here's what the question happened. is about Ну что small произошло? businesses. Речь о but малых What can we do бизнесах. for them? No, but we have a very talented group of people. Bob Lighthizer did a very good job. У нас очень талантливая группа людей. We had great people. We had central casting. These are great, and a large group of people. We made exceptions. Мы делали In the case of исключения для Apple, малых they бизнесов. need an exception. You know why? Because of Apple Samsung. просил для They своих came себя to me and особых said, условий. Samsung makes a product similar to ours, very good product, the phones. Они сказали, что Samsung делает продукт очень похожий на наш, телефоны. And because they're in South Korea, they don't have the Они tariffs. находятся в Because we're in Южной China, we Корее. have the tariffs. I said, you happen to be right. You're not going to be able to compete. И там другие тарифные условия, и вам это затрудняет условия I конкуренции. said, look, I'm going to give you a 1-year break, but I want you to start building your factories in this country. Я дам вам исключительные условия бизнеса на 1 год, но вы должны начать строить заводы в нашей стране. Whether it's Texas or any other place, anywhere in the В country. Техасе, где угодно. He said, what does that mean? I said, Он сказал, что you это have значит. everything in China. I У вас want все you в to move it Китае, from я ему China back to сказал. our country. Надо And вернуться he в нашу started страну. doing that. And he И они built a начали это factory, a делать. big one in Texas. He built another one. And Они this построили was all a одну-две process. It was фабрики, all happening. But и все это I did происходило. give him an exception, and the reason was, he said, as soon as he said Samsung, I said, how is that product compared to yours? He said, it's a good product. Как только он сказал Samsung, я спросил, как он в сравнении с нашими продуктами. Он сказал, это хороший продукт. I said, then you really can't compete. You can't have a 25 or 50% tariff. Тогда вы не можете с ним конкурировать, с этими 25% тарифами. And compete, right? Yeah. And I said, I'm giving you an exception. Я And I дам did вам it for many исключение, companies. We had some- чтобы But the вы ultimate могли business быть is освобожденными companies. быть That was от the question. But we do it for невыгодных для small вас businesses условий too. с точки We do зрения it for американского small business. бизнеса. I'll give you another example. We have a man
who I didn't know, but he came to me. He was at a meeting, and he built kitchen cabinets. Пришел один человек ко мне, он строит мебельную, кухонную мебель. And he was, pretty big in the business. That's all he did Довольно was большой build бизнес. kitchen cabinets. He said, "Sir, China and South Korea are building kitchen cabinets Китай и for Южная Корея строят 1/3 of what I can make them." I эти said, "What's the quality?" кухонную They're мебель. not Я as спросил, good, but какая they're мебель, какое качество у нее, их мебели, не такое enough. хорошее, как у нас. I can't compete. I'm going Но out я of не могу business. с I ними have 2,000 соревноваться. people that work for me. I'm going out of business. I Я put a должен закрыть свой 25% tariff бизнес. still on kitchen cabinets. I saw the guy 3 days ago. He said, "I'm the man that saw you about kitchen cabinets. You saved my company." Я наложил тарифы 25% на китайскую и корейскую мебель, и я его видел пару дней назад, он мне сказал, что вы спасли мой бизнес. When you did the tariff, and you saved thousands of jobs, and И my вы company спасли is now тысячи doing рабочих very мест. well. And he started to cry. И он заплакал. And this guy hasn't cried too much, I will tell you. Это человек, который не особенно привык плакать. Maybe I can ask you then about something else. Business people Еще here вопрос. in this room. Это Business бизнесменов people, здесь, в этом capital зале. markets. They all like the rule of law. They финансовые like люди. certainty. The Chinese, who you mentioned, other dictators. Right. They don't like it when things go wrong. But they like it when things go wrong in America. If you look at the events of January the Они любят, когда в Америке происходят, иностранцы, Китай любит, когда в Америке происходят различные неприятности, когда они смотрят на события 6 января, они пришли к выводу, что американская демократия вышла из-под контроля, насыщена жестокостью. Пообещаете ли вы, поклянетесь ли в том, что век воли не видать, признаете результаты выборов и проведете мирную передачу власти? Он сейчас не у власти, кстати. О чем вы говорите? Come on, President Trump. You had a peaceful transfer of power compared with Venezuela, but it was by far the worst transfer of power for a long. Перестаньте, господин президент. По сравнению с Венесуэлой, это был это, конечно, была мирная передача власти, но не в понятии американской истории. Речь о событиях 6 января и того, что Дональд Трамп тогда был президентом. Thank you. I appreciate that, because this is what they like to do. This is what they like to do. То, что они любят делать. And it's very interesting. The question, President Trump, is would you respect? Будете ли вы уважать решение? Когда я узнал об этом интервью, я немножко проверил, он не самый большой болельщик мой. У меня был выбор, делать это интервью или нет. Я рад, что мы его проводим. Делаю я это интервью или я разочарую многих людей в этой аудитории, потому что я знаю, что в этой аудитории есть много людей. Но его взгляды очень разные, отличаются от моих. Были сказаны слова «мирно и патриотично». Если вы думаете, что наши выборы нечестны, и я думаю так, приходит день, когда вы не можете, выразить свой протест. Демократы протестовали в 2016 году, они до сих пор протестуют. Никто об этом не говорит. Когда мы протестуем, когда у нас будут честные выборы, вы думаете, что последние выборы были честными? Вы пошли в суды, и суды вас отвергли. Они пошли в суды. Суды сказали, что у вас нет оснований для подачи иска. И очень сложно честно говоря, после выборов для судьи, они говорят, у вас нет оснований. Я вам покажу
сотни страниц и фактов. Люди были очень рассержены. Hundreds of thousands, the largest group of people I've ever spoken before, and I've spoken before, and it was love and peace. And some people went to the Capitol. И люди, которых я видел в Капитолии, источали любовь и мир. Я поддерживаю. Это абсолютно то, что я видел, будучи там 6 января. И потом некоторые люди пошли к Капитолию, и произошло очень много странного. Людей приглашали войти в Капитолий. Люди кричали: идите, идите внутрь Капитолия. Не хочу упоминать имен. Я ушел. Утром я уехал во Флориду, и это был очень мирный переход. Это была очень маленькая часть из тех, кто приехал в Вашингтон, те, кто устроил всю эту заваруху. Из сотен тысяч людей, которые приехали, 600-700, может быть, пришли в Капитолий. Those people, not one of those people had a gun. Ни у одного из этих людей не было огнестрельного оружия. Никто не был убит, кроме Эшли Бэббит. Она была убита. Ее застрелили выстрелом в голову. Полицейский офицер, и то, что он сделал, было ужасно. Я думаю, что нам надо разрешить не соглашаться по этому вопросу. И видите реакцию в зале. Вы говорите еще на одну тему, неоднократно выступали на эту тему, это вопрос иммиграции. И это очень эмоциональный вопрос. И для бизнесменов здесь. Removing a lot of people, the Congressional Budget Office is banking on the fact that there'll be $9 trillion added to the GDP of America over the next 10 years by immigrants. Да, бюджетный комитет Конгресса рассчитывает, что будет много триллионов долларов добавлено к бюджетному дефициту, положительный баланс, сдвинет баланс в положительную сторону американского бюджета благодаря иммиграции. Вы хотите остановить этот процесс. Для всех, кто сидит здесь в зале, кто руководит бизнесами, вы готовы сказать, что у нас будет меньшего размера экономика в обмен на контроль над иммиграцией? Я хочу, чтобы много людей приехало в нашу страну, говорит Дональд Трамп. Я хочу, чтобы они прибыли сюда легально. Но вы говорите, это означает, что вы собираетесь депортировать 11 миллионов людей. На прошлой неделе стало известно, 425 тысяч людей в нашей стране, пришедшие сюда нелегально, являются кошмарными преступниками. Высочайшего уровня. 13,099 were let in during their administration. They tried to say it longer, wrong. 13 тысяч с половиной были сюда допущены во время администрации Байден-Харрис. За последние 3,5 лет 13,5 тысяч — это убийцы из тюрем. Многие из них были приговорены к смертной казни, потом выпущены в нашу страну. 13 099 человек. Это уличные банды, это торговцы наркотиками. Посмотрите, что происходит в Авроре, Колорадо. Посмотрите, что было вчера в Таймс-сквер.
мигранты. It's not just South America. Это не просто We Южная have people Америка. coming in from the Congo, large numbers Люди from the из Конго. Congo and Africa. Огромное количество людей. They came in as of last night. I was speaking to Tom Homan. 180 countries. People came in. They 180 came from стран prisons прислали and сюда jails. They людей. came from mental Из institutions тюрем and insane asylums, a step above. They и came from the сумасшедших домов. terrorists. We had large numbers of terrorists Огромное come in. количество When I was террористов president, с we had the ними. strongest border in the history of a country. I built Когда я был hundreds of президентом, у miles нас of была wall, самая and walls work, by the way. безопасная граница в Hundreds of истории miles. We had страны. the best numbers we've ever Сотни had. миль. Now we have the Лучшая worst numbers. статистика. And here's the problem. Сейчас у нас We худшие have some of цифры the за всю нашу worst историю. criminals in the world coming И in. Now, худшие преступники в мире Venezuela, находятся в нашей their стране crime has сейчас. gone down at levels that У nobody's них ever seen преступность before, упала, because they've taken their потому что street они gangs and their drug dealers отправили к нам and they've все emptied their свои prisons. отбросы. Not fully, because they can't get enough buses. They've emptied Не their все, prisons. в They общем-то, load потому up что the нет buses and у they них drive them into достаточного the количества United States, автобусов. and they're dropping their prisoners into our country. Their Но crime они is down. привозят нам Their своих numbers преступников. are crazy how low it's dropped. I heard Безумно низкие цифры сейчас. 72-74%. They've taken their gangs, they've taken their criminals off the street, they've taken their people out of mental institutions. Они отлавливают своих преступников на улицах, они выпускают их из психбольниц и забрасывают их сюда. Мы должны их вернуть им обратно. Мы не можем с ними сосуществовать в нашей стране. Was the idea that if you reduce immigration, every economist will tell you, if you have fewer people, there is a smaller economy. То, о чем я спрашиваю, ваше отношение к иммиграции снизит общее количество людей, занятых сейчас, и любой экономист это скажет, это приведет к снижению объема американской экономики. Мне нравится иммиграция, но пускай они приходят легально сюда. Чтобы не было никаких недоразумений. Я не хочу, чтобы у нас были убийцы и садисты в стране. У нас должны быть люди, которые могут любить нашу страну и повиноваться нашим, следовать нашим законам. Вместо сотен тысяч преступников, которые к нам сбрасывают. Посмотрите, что в Авроре. Они просто заняли многоквартирный комплекс. Мне говорят, что они такие же, как мы, только они это все делали с вооруженными винтовками МК, или как там они называются. У них такое оружие, которого нет даже у наших военных. Замечательное место, Аврора. Посмотрите, что там произошло. Спрингфилд, Ohio. 30 тысяч человек в городок с размером 50 тысяч населения, и больше невозможно, не хватает госпиталей, не хватает школ. Детьми, которые там были в прошлом году, потому что другие люди, которые не говорят по-английски. У многих компаний здесь не хватает рабочей силы. Люди сюда приедут, мы об этом позаботимся, которые любят нашу страну и которые не будут убивать других людей, потому что они выглядят не так, как... не нравится то, как они выглядят. Некоторые из этих убийц — это одни из наихудших убийц во всем мире. Они просто умственно поврежденные. Они в нашей стране. Камала Харрис, как царица границы, абсолютно некомпетентна. Два вопроса напоследок. Хочу поговорить о возрасте. Вы во главе бизнесов. Назначили ли вы бы своим главным руководителем в одном из своих бизнесов кого-то, кому 78 лет? Конечно. Я знаю людей, таких как Байден, у которых в плохой форме, я бы его не назначил. Ему 81 или 82, 4 года старше, чем я.
Одни из самых умных людей, которых я знаю. all of his money from the time he was 80 to 90. Я знаю людей, человека, который заработал в свое состояние в возрасте между 80 и 90 годами. He was a failure all his life. Всю свою жизнь он считался неудачником. He was in the drinks business, the different. Strangely, you didn't занимался bring this up напитками. but you were running against Joe Biden. No, I never attacked him for his age. Я никогда не атакую Джо Байдена на тему его In fact, I used to возраста. defend him on his age. Я I его attacked him for his защищаю lack of competence. по этой теме. I asked И you, я его атакую только в вопросе того, что ему не хватает доверия к его I've asked you работе. all these No, I questions. never did. By the way, just because I think it's important, Это важно, минуточку. and I know you do too. I know so many people in their 80s Я that знаю are такое among. количество Bernie людей, Marcus is 95. He founded которым за 80 лет, например, Бенни Маркус, основатель Home Depot, Home Depot. You have the conversation with him. He's just вы с as ним sharp говорили. as he mentally. He's just as sharp as he ever was. He's 95. Его так же остр, как и был много лет тому назад, ему 95 лет. I can tell you that in their 90s, I don't want to get into the 90s stuff. Я but не you хочу know говорить what? про I know 90-летних. many people in their Я знаю 80s. много I людей know guys in their 80s that won't leave the company, на like family девятом companies where they десятке. don't want the kids to take over, because they're much more competent than their kids. I know Они даже не хотят своих детей пока ставить во главу своих компаний, потому что они гораздо более компетентны, чем их собственные them дети. both, right? So no, I would have no problem. And Нет you do have абсолютно another никакой factor. проблемы. You know, we've had Wait, some of our great on the Supreme Court, you just said some you of our don't do great old. world leaders are in the 80s. And if you look throughout Многие лидеры мира сейчас находятся на девятом десятке, то есть им больше, чем 80 лет. history, some of our greatest world leaders were in their 80s. No, that would Очень bother много people. But, великих государственных деятелей было в этом возрасте 80 и выше. you know, I took 2 cognitive tests, and I Я aced them 2 both. теста I прошел think that, frankly, когнитивных. people, regardless, should take, if they're 50 or 40, or I think people should take cognitive tests. Я думаю, что люди должны проходить через эти когнитивные тесты, независимо от того, сколько им Not лет, because of 50, the age, 60 и but выше. because of something else. Now, here's the problem. They say it's unconstitutional. Но проблема в том, они говорят, что это не конституционно. Речь о кандидатах в президенты. Okay? But I would love to see cognitive tests. I don't Но я think бы she could хотел увидеть их когнитивные pass a тесты. cognitive test. I mean, Я не думаю, что Камала Харрис прошла бы когнитивный тест. watch. I don't think she could pass a cognitive test. Но она бы не President прошла Trump, его. you've gone over many issues on this. Есть I много asked, you вопросов. many, I asked you many questions about things. One thing I haven't asked at all about is the state of the race. Yeah. And I had a question Состояние президентской гонки сейчас. Хочу коснуться for you. этого. On election night, which state would you look at first? Which state? Вопрос ночи, вечер дня выборов. На какой штат вы посмотрите прежде всего? Какие результаты какого штата будут для вас наиболее важными? Do you think this race is going to be decided by? So they say Pennsylvania. I would say most. I think Говорят, что наиболее важна we're doing Пенсильвания. very well there. У меня там неплохо идут дела, I хорошо think идут you дела. look at Michigan too, and Мичиган. I'm doing very well there. You know, we're Также not там неплохо идут necessarily- дела. the votes are starting Очень to come хорошо in идут now. дела. So Сейчас we уже look начинают поступать голоса at избирателей. polls, but you can also look at the votes that are being Смотреть cast на right опросы now. People можно, get a можно pretty good смотреть на те indication. голоса, которые уже And пришли. based, as we discussed backstage, И на основе you know, того, что мы based on the обсуждали votes that are за coming in so сценой, far, we're doing very well. I mean, на основе того, какие и сколько голоса поступили до сих пор, дела наши идут очень we're хорошо. way up in Pennsylvania, we're way up in Мы наверху в Пенсильвании, мы наверху в Мичигане. we're doing very well in Arizona. I saw Arizona. неплохо в In fact, Аризоне, somebody said хорошо they're в gonna pull Аризоне. the plug in Arizona. They're going to give it up because it looks like we're quite a ways ahead. I think we're doing well. Look, Некоторые считают, что нам надо прекратить свою активность в Аризоне, потому что там ничего не получится. Я думаю, что у нас идут дела неплохо там. this is a party, the Republican Party. of Республиканская common sense. партия – это Forget партия about здравого conservative, смысла. liberal. Консерваторы, либералы. Let's say conservative, but we're really a party of. Мы, скажем, мы консерваторы, но мы We на need самом деле borders. We need партия fair здравого смысла. Нам нужна граница. Нам нужны справедливые выборы. elections. We don't want men playing in women's sports. Мы не хотим, чтобы мужчины участвовали в женских видах спорта. We don't want transgender operations with
Мы не хотим трансгендерных операций, сделанных над детьми без ведома without родителей, parental consent. You know, there's so many things, but it's без согласия родителей. 99.9% is common sense. То, что мы хотим сделать, 99,9% это здравый смысл. Меня очень волнует это 0,1%. Интересно, что туда попадает, но почему-то об этом, мне кажется, не будет вопроса. Я примерно догадываюсь. It really is common sense. And I like to say it. I don't know if anyone said it in the past, but Я не знаю, кто I хотел бы сказать это, не знаю, говорил ли кто-то об этом say раньше, we're really a party of common sense. но мы And партия we wanna здравого have смысла. great people in our country. У нас I wanna have a замечательные lot of люди в people нашей come in стране. so that you have your choice and so that they have choice. I want to, you know, I have a good heart. I have a heart У меня хорошее сердце, доброе сердце. У нас замечательные люди в стране where I живут. want people to be taken care of. But Я I хочу, don't чтобы want о to take in людях people where заботились. millions of people, 21 million people at least, have Но я come не хочу и не могу принять по меньшей мере 21 миллион in человек the last 3.5 years, за последние unvetted, годы unchecked. без We don't know проверки, anything about без them. задержки. Мы We don't- ничего о How них не about знаем. this? Gavin Newsom, he's the governor of Гевин California. Ньюском, Калифорния. He signed Ньюсом его фамилия. Newscomb, I call him. Ньюском я его называю. But do you think No, he corrected me. He corrected me. I Он said, меня "That's поправил. the first time I've been corrected." there are Первый раз меня CEOs out there, поправили. if they said those sort of things about a rival CEO, they would be I they'd be know. sacked. Do you I think know, it's but they fine don't have for to a president? survive like me. They don't have to go through. Вы говорите такие вещи о своих противниках, вы считаете это правильным. Они не должны бороться за свое выживание так, как я должен бороться за свое What I выживание. have to go through. Они не должны проходить через то, через что я There's прохожу. never been a president that's been treated like me. So I Не have было ни одного президента, к которому применялись бы такие вещи, которые ко мне применяются. to fight my own way. You know? И я должен бороться своим собственным spособом. You made a very good, But let me just job say, of. he signed Трампа воодушевляют аплодисменты. Черт побери. Да, еще кое-что a хочу bill сказать. in California 2 days ago. 2 дня назад в Калифорнии был принят You законопроект. don't even have the right to ask a person Вы for даже voter не имеете права спросить у человека его документы, когда он приходит ID. голосовать. And if you ask a person И если for вы voter спросите об ID, этом, of course you have to show voter ID. конечно, он The должен only reason показать you свое wouldn't do, because they удостоверение want to cheat. личности. The bill says you cannot, it's against the law Законопроект говорит, это против закона пока for you требовать, to ask a person, "May I спрашивать please see your voter человека ID о документах, об удостоверении личности. when he votes. What is our country coming to? К чему You've идет given наша us страна? a tour d'horizon of where that country might be going to. Thank you very much, Thank you very President Trump. much. Appreciate Вы нам дали очень мрачный пример того, к чему может скатиться наша страна. Довольно двусмысленный комментарий, должен сказать. но it. Thank you. The conversation. Спасибо. Good job. Хорошая работа, молодцы. All right, so Ну, друзья, вот, вот такой у нас Дональд Трамп, вот такой человек. Хотелось бы, чтобы во всем объеме мы с вами посмотрели это интервью и просто оценили его настойчивость, его систему донесения мысли, скажем так, да, до тех людей, которые сидели в зале. И я думаю, что они разошлись достаточно умиротворенные содержанием беседы, хотя мы слышали темы, которые звучали раньше. Но это Дональд Трамп, это человек вот такой, называйте его глыбой, называйте его, так сказать, сотканным из противоречий, называйте его как хотите, но он тот человек, равного которому сегодня нет в мире. Возьмите любого лидера сегодня возьмите, больших стран, маленьких стран, о которых мы не знаем. Наверное, человека, который может сочетать гуманность, внимание к мелочам, настойчивость в объяснении того, о чем он думает и что он собирается сделать. В то же время он балансирует на очень тонкой грани. Он не может сказать о том, что разговаривал он с Путиным или не разговаривал с Путиным. В тех кругах, в которых общаются между собой руководители стран, очень важно не болтать лишнего. Был этот разговор или не был,
тема эта просто убирается. Вы помните, когда было недавно, я не знаю, видели вы или нет, на программе The Five в гости пришла Мелания Трамп. Свою книжку предлагать, так сказать, зрителям и разговаривать с ведущими. Она хорошо ведет беседу, и там программа, в общем, достаточно, ну, такая, языком много болтает. И ее спросил кто-то из ведущих, спит ли Дональд Трамп в пижаме, и как он вообще спит, и спит ли он вообще. Она сказала: все, никаких, не спрашивайте, ничего, нет. Вот сделала этот жест, тема была снята. Очень важно доверие других лидеров других стран, поэтому от Дональда Трампа вы не услышите того, что вы услышите от этих пустобрехов, которые были во главе Соединенных Штатов последние 25 лет. 25 лет, если не больше. Если считать Клинтона, то еще больше. Ну, что ж, да, вот затянулся наш разговор сегодня. Большое всем спасибо, что вы со мной вместе дотерпели. Я очень доволен количеством просмотров. Друзья, не забудем, в четверг, сегодня ляжем спать попозже, получается так, но проснемся в четверг. Сначала проснемся в среду, Бог даст. А потом проснемся в четверг и будем рассчитывать на встречу в 7 часов вечера. Если вам повезло жить в Бруклине в эти дни или быть на расстоянии разумной, так сказать, поездки на автомобиле или вертолете личном до адреса 2653 Кони-Айленд-Авеню, приходите и встретимся там и поговорим с замечательным журналистом, просто ветераном американской журналистики, русскоязычной, прекрасным переводчиком, кстати, Владимиром Козловским. Он таких встреч не проводил, и темы, о которых он будет говорить, ему, в общем, в последнее время не задавались, а американская журналистика на эти темы вообще помалкивает. Поэтому будем пользоваться теми преимуществами, которые у нас есть на сегодняшний день. Приходите, узкий круг, будет интересно. Будут напитки, вход $10. Большое спасибо компании Medco за поддержку нашего предприятия, мероприятия. Компания Medco, замечательная бруклинская компания, которая известна, в частности, своей замечательной водкой «Курант». Одна модель этой водки, между прочим, пригодна для употребления в пассовер. Если кто-то не видит пассовера без водки, то эта водка абсолютно кошерная, с сертификатом, сделанная из свеклы. Пшеница там рядом не стояла. Очень красивая бутылка, которая, в общем, вполне может служить долгие годы в качестве графина. Интереснейшая история создания этой водки, но об этом в следующий раз. Всего вам доброго и будьте все здоровы. До встречи завтра с утра.